Индия шокирована и разгневана после того, как пережившая групповое изнасилование и брошенная насильниками умирать 19-летняя девушка в конечном счете погибла в больнице. Индия — нация, известная равнодушными людьми, которые не остановятся помочь человеку в беде. Женщина была изнасилована средь бела дня на пешеходной зоне, и никто, ни один человек не остановился. Трехмесячная Африн умерла в роддоме из-за ожогов от сигарет, избиений и перелома шеи. Полиция утверждает, что ее убил собственный отец. Почему? Потому что Африн не должна была родиться девочкой. Проблемы у женщины в Индии начинаются с ее рождения, если оно состоится. В конце 90-х был принят закон о запрете определения пола ребенка до его рождения. Но в традиционных семьях до сих пор практикуются селективные аборты или, в крайнем случае, убийство новорожденных девочек. Везет не всем, кто выжил, а только тем, кому посчастливилось родиться в семье, принадлежащей высшей касте. Мы определяемся кастой. Есть несколько каст, одна над другой. Кастовая система определяется двумя вещами. Во-первых, спецификой работы, которую делает человек, и во-вторых, касты ассоциируются со степенью, так скажем, чистоты человека. Самые чистые наверху, и их работа не может быть связана с чем-то порочным. Брахманы стоят выше всех, это ученые и священники. Дальше стоят кшатрии, военные или помещики. Третьи сверху – вайши. Чаще всего они работают в торговле или земледелии. Четвертая каста называется шудра. Это комбинация подкаст, люди, в которых занимаются обслуживанием. То есть брахманы, кшатрии, вайши не занимаются ручным трудом. Они работают в бизнесе. Весь ручной труд лежит на шудрах. И мы самое низшее. Мы называемся далиты. Далиты — это допустимый политически корректный термин, но в основном нас называют неприкасаемые. Это означает, что любой контакт с нами очерняет человека. Нас нельзя касаться, нельзя есть с нами из одной посуды. Даже наша тень может осквернить. Очень тяжело для неприкасаемых выбраться из этих условий. Только малое количество людей избавляются от этого, и я одна из них. Суджата Гидла переехала в США в 1990 году, когда ей было 26, и только с того момента перестала в буквальном смысле бояться собственной тени. В Америке впервые в жизни она перестала быть человеком второго сорта, женщиной, да еще и из касты неприкасаемых. Никто не думал говорить мне там: ты не можешь находиться рядом с мальчиком, тебе нельзя ходить с мальчиком в кино, тебе нельзя носить брюки. Я хотела сбежать от этого. Индийская конституция 50-го года отменяет все кастовые и любые другие привилегии. Все равны. Но с далитам действительно иногда бывает трудно пробиться. Это та разруха, которая в головах, а не в законе. Общество пытается, власть пытается их социализировать, в том числе и женщин. В чем еще проблема? Дело в том, что, как вы знаете, по касте ты должен родиться вот тем, кем ты родился, и выполнить свою карму. Законы Ману гласят, что это древние законы, один из древних кодексов индийских, гласит, что лучше плохо выполнить свою карму, чем хорошо чужую. Условно говоря, если ты родился, грубо говоря, крестьянином, ты должен выполнять карму крестьянина и пахать землю. И если ты будешь хорошо пахать землю, то в следующем перерождении ты станешь кем-то еще, выше, лучше. Подъем по социальной лестнице в исторической Индии мог быть только таким. И получается парадоксальная ситуация. Если ты родился в определенной низкой касте, где женщины должны заниматься определенным видом деятельности, скажем, проституцией, то ты должна выполнить это предназначение. А если ты выучилась и пошла на инженера, то по традиционным представлениям ты грешница. Потому что, согласно традиционным представлениям, неприкасаемость – это наказание. Это значит, человек в прошлой жизни был грешником. Причем грешником недостаточно просто кошелек стырить из кармана, чтобы ты стал далитом. Нет, это надо что-то такое совершить очень серьезное. В частности, корову убить или там еще что-то. Ну и более серьезное преступление в глазах традиционного индуса. И поэтому должен, что называется, отсидеть свое.
Женщины не могут решать, за кого они хотят замуж, пойдут ли они в школу или нет, сколько детей иметь. Женщины сильно подавлены в Индии, и причина этому кастовая система, потому что касты расположены вот так. И чтобы держать эту систему, запрещено выходить замуж за человека из другой касты. Чтобы сохранить женщину в таком положении, ее ограждают от любого проявления свободы. Когда она растет, она подчиняется отцу, когда выходит замуж – мужу, когда вдовеет – старшему сыну. Особенно ценится честь женщины. К примеру, если кто-то хочет тебя оскорбить, он может повредить твой дом или сломать машину. Это ценные для тебя вещи, через них можно навредить и тебе самому. Но в Индии из-за того, что честь женщины особенно охраняется, насилие женщины – самый главный механизм, грубо говоря, мести. Даже сами неприкасаемые в какой-то момент начинают оправдывать тех, кто их дискриминирует, мол, такие традиции. Например, однажды я поехала в гости к моей подруге в другой город. Стемнело, и я уже не смогла вернуться домой. Мне пришлось остаться ночевать у нее. Но ее мама сказала, что я должна спать снаружи. Мне вынесли раскладушку на улицу, поставили ее возле дома, и моя реакция была: это просто их традиции, нужно уважать их. Я даже не задумалась о том, что что-то не так. Индию в последнее время захлестнула волна изнасилований. Это вообще серьезная проблема. И Дели вообще называют столицей изнасилований. Считается, что факт изнасилования фиксируется каждые 20 минут. Все понимают, что это только вершина айсберга, потому что абсолютное большинство пострадавших не заявляет ни в полицию, никуда. Почему так уверенно ведут себя насильники? Потому что боятся, что потом эту девушку никто замуж не возьмет. Тут же весь район узнает. И вот эта проблема, которая иногда становится трагедией. Ну, достаточно вспомнить знаменитую историю 2012 года, декабря 2012 года. Ваш покорный слуга как раз находился здесь, в Индии, когда парень с девушкой, они вечером шли из кино, остановили попутный автобус. Там была компания гопников местных, пьяных, которые девочку изнасиловали насмерть. Парни избили, металлическими прутьями. В очередной раз столица показала, насколько в ней небезопасно находиться женщине. Прошлым вечером в Нью-Дели произошло групповое изнасилование молодой девушки в автобусе, который продолжал свое движение. Чтобы факт насилия над женщиной из низшей касты попал в индийские новости, должно произойти что-то запредельное, как в случае Лакшми Агарвал. Моя жизнь была абсолютно обычной, как у всех. Когда человеку всего 15 лет, и он постепенно взрослеет, неважно, парень это или девушка, он оказывается на том этапе, когда у него появляются мечты, появляются друзья, начинается настоящая жизнь. Так что моя жизнь была совершенно обычной, а после атаки она неожиданно и полностью поменялась. Апрельским утром 2005 года на нее напал мужчина. Он облил лицо Лакшми кислотой. Тогда у меня была одна близкая подруга, ее брату было 32 года. До атаки мы были с ним знакомы 2,5 года. За 10 месяцев до нападения он сделал мне предложение. Я тогда очень испугалась, потому что относилась к нему как к брату, называла его братом. Я отказала ему и сказала, что не хочу больше никогда с ним разговаривать. На протяжении 10 месяцев он не оставлял меня в покое. Мог ударить, поджидал меня на улице, когда я возвращалась из школы. Человек, который напал на меня, знал обо всем этом. Что я делаю, куда хожу, с кем разговариваю, все это. 19 апреля он позвонил мне, это был 2005 год, и сказал: «Я люблю тебя, хочу на тебе жениться». Я ничего не ответила. Потом он снова прислал сообщение: «Отвечай немедленно». Я все равно не ответила, но и сообщение не удалила. Он позвонил мне 21 апреля и сказал: «Ты хочешь чего-то добиться в жизни, да? Сделать так, чтобы родители тобой гордились?» Я ответила: «Да». Он сказал: «Ладно», и положил трубку. На следующий день тот парень, который на меня напал, и девушка его младшего брата пришли и принесли бутылку из-под пива, в которой была кислота. Я вышла из дома около 10:45 утра. Я шла, и вдруг та девушка и тот парень подошли ко мне. Девушка схватила меня за лицо, толкнула меня на землю и плеснула из стакана кислотой мне на лицо. Я потеряла сознание. Это все было будто во сне. Когда я пришла в себя, у меня было ощущение, что меня подожгли заживо. Все мое тело горело. Еще меня 3 раза сбивала машина. Я падала с тротуара на дорогу и шла прямо там и сталкивалась с машинами. Никто мне не помог.
Мне было очень больно. Люди просто встали в круг вокруг меня и смотрели, как на представление. Подошел мужчина. У него в руках была 2-литровая бутылка из-под колы, наполовину наполненная водой. Он стал лить мне воду в лицо. И когда он стал лить, то вода вот так потекла. Она смешалась с кислотой и попала прямо сюда. И тут тоже случился ожог. Потом он вызвал скорую. Пока скорая везла меня в больницу, я смотрела на себя. Когда мы поджигаем пластиковую бутылку, пластик начинает таять. Вот так таяла моя кожа на лице и на руке. Был очень сильный запах, было очень больно. Когда мы приехали в больницу, то на меня, на лицо вылили 20 ведер воды. Когда приехали мои родители, и папа обнял меня, то даже после этих 20 ведер его рубашка прожглась на груди насквозь. Меня положили в государственную больницу и начали лечение. Врачи сказали, что я не выживу. Возможно, я очень хотела вернуться к жизни, сделать в жизни что-то важное, поэтому я вернулась. Кислотные атаки – одна из самых распространенных форм насилия над женщинами в Индии. По подсчетам Организации объединения аналитических данных, с 2014 по 2018 год было зафиксировано почти 1500 кислотных атак. Большинство преступлений, конечно, совершается по отношению к женщинам. В Уттар-Прадеше и в Бихаре это часто случается, потому что там живут люди из низких каст. Большинство кислотных атак совершается на почве безответной любви. Если девушка отказывает, то ее обливают кислотой. Если ты не будешь моей, значит, не будешь ничьей. 70% кислотных атак совершается в отношении девушек, 30% в отношении парней. Но это все не на виду. Понимаете, в нашем обществе самая большая проблема – быть девушкой. Когда девушка хочет что-то сделать в жизни, реализовать свои мечты, а у парня такие представления, такое воспитание, что он считает, видимо, ей дороже всего ее красота, она из-за своей красоты такая заносчивая. И ведь он меня не убил. Он сделал так, чтобы я сидела дома взаперти, не смогла быть среди людей, показывать свое лицо, с кем-то общаться. Это было его главной целью. Лакшми – одна из тех сотен пострадавших от кислотных атак девушек, кто намеренно вышел на публику, чтобы снова принять себя. В своих соцсетях она создала хэштег «До и после атаки», где выкладывает сравнение себя до и после апреля 2005-го. Чтобы прекратить самобичевание, ей понадобилось 6 лет. Когда я вернулась домой после операции, из дома убрали все зеркала, чтобы я не могла себя видеть. Когда я чистила зубы, я пыталась увидеть свое отражение в воде. Потом я все же каким-то образом посмотрела на себя, но перед тем, как я увидела свое лицо, кое-что случилось. Когда вы возвращаетесь домой, то соседи приходят с вами увидеться, и их реакция... Они сказали моим родителям, если с вами что-то случится, то как она будет одна, как будет жить? Сделайте ей эвтаназию. У вас же есть еще и сын, он продолжит род, когда женится. Когда я себя увидела, то поняла, это не я. Как такой кошмар мог случиться со мной? Я ведь всего лишь сказала «нет». И что он со мной за это сделал? Я сказала маме и папе, я не хочу жить с этим лицом. Почему вообще это случилось со мной? Пусть мне сделают укол, и я умру. Я не могу жить с этим лицом. Мне было очень легко это сказать, но моим родителям было очень тяжело такое слышать. Папа обнял меня и сказал, «Дочка, в этом мире нет ничего невозможного. Все возможно. Вот увидишь, ты многого добьешься и полюбишь это лицо». В 2006 году я подала в Верховный суд иск в общественных интересах о запрете на свободную продажу кислоты. После этого меня искали многие журналисты, чтобы узнать, кто такая эта Лакшми, которая подала иск в Верховный суд, но никогда не выходит на публику, никогда не выступает с речью. Я вышла на публику в 2012-2013 годах, а до этого, в 2007, я пошла в 10 класс, прошла курсы макияжа и шитья. Я сшила себе платье, встала перед зеркалом и подумала, «Лакшми, ты прекрасно выглядишь. Почему ты ходишь с закрытым лицом?» Я тогда спросила у мамы и у своей учительницы, можно ли мне ходить с открытым лицом. Они ответили одно и то же. «Это твоя жизнь, смотри сама, будет ли тебе это комфортно». До сих пор в моей жизни это самый большой вызов, до сих пор. Девушки насмехались надо мной, говорили, «Сзади ты отлично выглядишь, а спереди страшная, дети увидят, испугаются». Я восприняла это как вызов и шла дальше, потому что я думала, я не совершила никакого преступления, это по отношению ко мне совершили преступление. Я не портила свое лицо. Если кому-то неловко на меня смотреть, пусть закроют лицо себе. И сегодня я говорю, я люблю свое лицо. Мне не важно, что обо мне говорят, как на меня смотрят. Мне совершенно безразлично.
В 2020 году состоялась премьера фильма «Всплеск», основанного на истории Лакшми. Сейчас, помимо помощи жертвам кислотных атак, Лакшми Foundation занимается проблемами сексуального и домашнего насилия, детских браков, физического насилия над детьми. Для Лакшми это своего рода терапия, как для Суджаты ее книга «Муравьи среди слонов». Я никогда не планировала быть писателем, но когда я переехала в Америку и увидела черных людей и как к черным относятся в США, это напомнило мне кастовую систему. Как в Индии, в Штатах черные вынуждены жить в отдельных районах. Они не могут сидеть рядом с белыми, не могут пить одну воду, ходить в бассейны. И я начала наблюдать за тем, что происходит в Америке, и поняла, что, конечно, все похоже на отношение к неприкасаемым в Индии. Но не совсем. Например, в Америке много черных в индустрии развлечений. Много певцов, спортсменов, оперных артистов. В Индии такого нет. Вы не сможете найти ни одного неприкасаемого на телевидении, ни одного ведущего медийного человека. В Болливуде нет ни одного актера из касты неприкасаемых. Я задумалась, почему так? Почему в США черные могут делать хотя бы это, а в Индии даже этого нельзя? И когда я задумалась об этом, я поняла, что мне стало интересно узнать, как мы стали неприкасаемыми. Я стала спрашивать свою маму, и она не смогла ответить мне на этот вопрос, потому что кастовая система существует уже так давно, ей больше 2500 лет, никто не узнает, что происходило в те времена, что сделало нас неприкасаемыми. Она рассказывала мне, как прапрапрадед жил в джунглях, пережил большой голод, вышел из джунглей, обосновался на куске земли, который начал культивировать и таким образом выжил. Затем пришли люди из высших каст, отобрали у него землю, из-за чего он и стал неприкасаемым. И каждый раз, когда я говорила со своей мамой, я записывала ее ответы, затем расшифровывала их. И когда я получила общий текст, я поняла, это может быть книгой, и совместила рассказы с научными исследованиями. Так и появилась моя книга. Но самое поразительное, что по рассказам Суджаты даже в эмиграции выходцы из Индии никогда не смешиваются. Женщине из касты неприкасаемых ни за что не разрешат сесть за один стол с браманом. Иммигранты из Индии создают организации, принадлежащие определенной касте. Здесь это союз мигрантов-брахманов, союз мигрантов-кшатриев и так далее. Если мигрант из Индии хочет стать членом такого союза, союз обязательно спросит, из какой ты касты. Если они узнают, что ты неприкасаемый, они не допустят тебя, не будут социализироваться с тобой. Если бы у нас была своя ассоциация, и мы бы говорили открыто, что мы неприкасаемые, мы бы подставили самих себя. Даже если я переехала потом в США, в том числе и потому, что все из института рано или поздно переезжали, моя личная причина оставаться – свобода от каст и угнетения женщин.